Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Ну что, друзья, подходит к концу 2023 год. Для кого-то он был веселым, радостным, увлекающим, интересным, изобильным. Для кого-то был не очень, но дело в том, что нам с вами очень важно, нужно правильно провести 31 декабря. Почему? Когда вы правильно сонастраиваетесь с энергиями Вселенной, то вы тем самым можете провести следующий, уже 2024 год, друзья, в изобилии, в достатке, в благополучии. Перед вами откроются новые возможности. Но опять же, все нужно делать правильно и с пониманием того, что да, это вам нужно, что вы, да, действительно готовы менять себя и свою жизнь. Поэтому очень важно знать и понимать, что нужно сделать до 31 декабря и в само 31 декабря. Итак, пожалуйста, в этот день вам нужно завершить все ваши старые дела. Все те дела, которые у вас были в какой-то момент на паузе. Возможно, кому-то нужно позвонить, кого-то нужно поздравить, кому-то нужно в чем-то отказать. Например, каким-то клиентам своим или объяснить кому-то что-то. Но это нужно сделать не в новом 2024 году, а в этом 2023 году. Обязательно поставьте точку в тех отношениях, которые вы понимаете, осознаете, что они вам больше не нужны. Они приносят вам только беды, только проблемы и только разочарования. Ну и, конечно же, подготовьтесь к самому празднику, к встрече нового 2024 года. Помните о том, что в этот день, 31 декабря, да и в саму ночь запрещается оставлять острые предметы. Это касается и ножей, и ножниц. Вы должны понимать то, что именно острые колющие предметы в новогоднюю ночь могут разрезать вашу судьбу, разрезать вашу дорогу. Поэтому, чтобы такого не было, если вы этим не пользуетесь, если вам это не нужно, в любом случае убирайте в шкафы, убирайте в коробочки и так далее. Также обращаем ваше внимание, что 31 декабря ни в коем случае нельзя шить, зашивать или пришивать пуговицы. Иначе вам в таком случае придется уже в 2024 году пришивать и, соответственно, исправлять все свои ошибки. Надо ли вам такое? Точно нет. Помните о том, что энергетический мир и материальный мир, который мы с вами живем, он тесно взаимосвязан. И всегда во всем происходит баланс. Далее, не рекомендуем вам стричь волосы 31 декабря. Считается, что они на протяжении года будут очень сильно выпадать. Помните об этом. Ну, также обращаем ваше внимание, что в этот день, 31 декабря, желательно и 1 января, ни в коем случае не берите ни у кого в долг деньги, а также сами никому не одалживайте. Даже если вас очень слезно просят и вы готовы оказать помощь этому человеку, попросите это уже сделать хотя бы после 1 января. Потому что именно в это время, 31 декабря и 1 января, энергетика, она достаточно очень сильная. И когда вы кому-то отдаете свои деньги, вы думаете, что вы тем самым помогаете. Но именно в такое вот волшебное время вы отдаете свой достаток, свое благополучие, при этом своими руками другим людям. Даже если вас просит родная сестра, ваши родные и близкие, объясните, что 31 декабря и 1 января вы ни в коем случае ничего не даете и ничего не выносите из своего дома или своей квартиры, даже если она и арендованная. Иначе это говорит о том, что вы не готовы уважать денежную энергию, а значит, в 2024 году у вас постоянно будут возникать конфликтные ситуации, у вас постоянно будут связаны, постоянно какие-то проблемы связаны именно с деньгами. Также, пожалуйста, в новогоднюю ночь нельзя ни с кем ссориться, выяснять отношения, поэтому постарайтесь это сделать раньше или все-таки отпустите эту ситуацию. Придет момент, придет время, когда вам нужно будет
поговорить. Но ни в коем случае в новогоднюю ночь не стоит выяснять отношения, не стоит бить посуду, не стоит что-либо разбивать. Потому что вы тем самым приглашаете, призываете в свою жизнь сущности низшего порядка. И что дальше произойдет, наверное, известно только одному Богу. Вообще, недаром был придуман вот именно такие праздники, когда люди посылают во Вселенную свои желания, посылают свои какие-то мечты. И поэтому, пожалуйста, не стоит нести вот в новогоднее вот это волшебное время какие-либо скандалы и так далее. Кроме того, обращаем ваше внимание, что 31 декабря нельзя выносить мусор после 18 часов вечера по вашему местному времени. И почему? Вы спросите, потому что таким образом с мусором вы просто-навсего вынесете из дома удачу, вынесете благополучие. Кроме того, в этот день, 31 декабря и 1 января, запрещено выбрасывать старую одежду, обувь, хлам и так далее. Это нужно успеть сделать, девочки и мальчики, до 30 декабря. И мы надеемся, что в ближайшие дни вы это все осуществите. Также 31 декабря и 1 января не стоит заниматься тяжелым трудом. Подумайте о том, что вам нужно встречать, что вам нужно сонастроиться с энергиями Вселенной, с энергией изобилия, достатка, благополучия. И тогда в вашей жизни действительно придет все те мыслимые и немыслимые блага, которые вам нужны. Также обращаем ваше внимание, что очень важно, чтобы вы в этот день не были расстроены, чтобы вы не были в апатии, в депрессии. Очень часто многие люди надеются, что чуть ли не в последний день произойдет какое-то чудо и произойдет то, что они не ожидали. Но человек, когда он просто сидит у окна и ждет какого-то чуда, то, как правило, в его жизни ничего не происходит. И человек, что он разочаровывается и начинает уходить в себя, ему ничего не хочется, потому что он что-то ожидал, но это не произошло. Поэтому, друзья, чтобы такого вот не было, ни в коем случае не падайте духом, потому что всему свое время. Если у вас что-то сейчас, на данном этапе в вашей жизни не получается, подумайте, а может даже и хорошо, потому что в этом процессе в вашей жизни, в вашей судьбе, в вашей жизненной дороге принимает участие и ваш ангел-хранитель, высшие силы. И они никогда не позволят так, чтобы вас обидели. Но если вас кто-то обижает, вы, значит, это разрешаете. Вы позволяете это делать. И вот здесь очень важно, чтобы вы понимали и осознавали это. Также обращаем ваше внимание. Очень важно, чтобы именно 31 декабря вы купили в свой дом или квартиру веник. Это может быть символический веник, но главное, девочки и мальчики, это веник должен быть не искусственный. Это веник, который должен быть сделан из спроса. Как правило, такой веник продают люди на рынках. И вот найдите тот веник, или веничек, который вы на интуитивном уровне прочувствуете. Принесите его домой, обязательно обвяжите красной ленточкой и ставьте в угол кухни, но вверх метелкой. Даже если у вас современная кухня, современная квартира и дом, имеется и моющий пылесос, и робот-пылесос и так далее, помните о том, что именно такой веничек, он всегда вам будет только помогать. Далее обязательно 31 декабря нужно принять душ обязательно. Было бы здорово, если вы сходили бы в баню. Но, конечно же, не как в всем нами известном фильме «Ирония судьбы» или «С легким паром». Все-таки держим себя в руках. Или лучше всего, конечно же, принять душ дома. Можно ванну принять. Каждому, конечно, свое. И считается, вы таким образом смываете вот тот негатив, который у вас есть. Очень важно вообще встречать новый 2024 год не просто чистым, а находиться в этот момент в приподнятом настроении, радоваться, восхищаться. И таким образом считается, что вы привлечете и удачу, и счастье, и благополучие, и достаток. Постарайтесь, чтобы ваш праздничный стол был изобильным, был богатым на выбор. И тогда весь будущий год обязательно будет благоприятным. Это очень важно. Также обязательно в новогоднюю ночь, в 12 часов ночи, когда будут
куранты отсчитывать, обязательно откройте дверь, входную именно дверь, или откройте окно и пригласите новый 2024 год в ваш дом, в вашу жизнь. И попросите вот те мыслимые, немыслимые блага, которые вы бы желали и хотели иметь. Только в этот момент делайте все это от чистого сердца, а не лишь бы. Конечно же, обязательно дарите подарки. Пусть они будут символические. Мы уже неоднократно с вами говорили, какие подарки можно дарить, какие подарки нельзя дарить. И вы должны понимать, что эти подарки не обязательно должны быть какими-то дорогими, с драгоценными металлами, украшениями, или это может быть символические. Но когда вы человеку преподносите подарок, помните о том, что вы таким образом, Вселенная, видя то, что вы умеете дарить, что вы щедрый человек, и она также вам вернет. При этом вернет в тот момент, когда вы больше всего этого будете не ожидать. Также постарайтесь до наступления Нового года отдать все долги, чтобы они не пришли в новом 2024 году. Возможно, вы слышали такое выражение, что когда человек берет деньги в долг, он берет чужие деньги, а когда он возвращает деньги за кредит, какой-то долг и так далее, он отдает свои. Что самое страшное, что отдавать свои деньги очень тяжело. Поэтому постарайтесь встретить новый 2024 год без долгов. Если такая ситуация у вас не получается, то хотя бы хоть какую-то сумму отдайте. Даже если вам не нравится, что вас обманули, вам неправильно посчитали там проценты и так далее, помните о том, что пока вы обижаетесь, пока вы не рассчитаетесь, Вселенная постоянно вас будет бить по голове, потому что надо разобраться, а почему вы изначально допустили это? Зачем вы вообще брали кредит? Вы же или брали в долг деньги, а теперь вы не можете вернуть или не можете процент. У каждого своя ситуация. Вы должны понимать и то, что Вселенная будет давать вам постоянно вот такие ситуации до того момента, пока вы не осознаете и не поймете, что этого делать нельзя. При этом бывает даже так, человек рассчитался с банками или с финансовыми учреждениями, было все понятно и так далее. А человек вроде как понял, но в какой-то момент ему даже предложили, может, вот возьми деньги буквально без процентов, бесплатно и так далее. Человек берет, человек нарушает те уроки, которые он должен был воспринять как выученный. И у человека начинают сыпаться проблемы, как из рога изобилия. Поэтому, чтобы этого не было, рассчитывайтесь с долгами, живите, постарайтесь только на те деньги, которые вы зарабатываете, учитесь зарабатывать больше, и поверьте, у вас это все получится. Кроме того, если у вас есть какие-то обиды, обязательно простите и попросите прощения, если вы сами кого-то обидели. Вы знаете, здесь морально это очень сложно сделать, потому что каждый человек имеет свое определенное эго, имеет свои взгляды, принципы на жизнь. Иногда это очень сложно сделать. Или ввиду того, что человек считает, что он ни в чем не виновен, а сложилась так ситуация, или не хотят его услышать и так далее. Вы должны понимать о том, что обиды, они тянут вас назад, они тянут по энергиям вас постоянно в прошлое. И вы постоянно время от времени проигрываете в своей голове ситуации. И вместо того, чтобы в своей голове думать о созидании, о каких-то новых идеях реализации, проектах, вы постоянно вспоминаете старые обиды. И вы отдаете эту энергию туда. Поэтому этого не должно быть. Также не забудьте, это, наверное, самое важное, поблагодарить уходящий год за все то хорошее, что он вам принес. Возможно, он вам не понравится, но что очень важное принес для вас этот год? Это он принес вам опыт. Этот опыт вы нигде его не возьмете. И это очень важно понимать и принимать. Поэтому поблагодарите своего ангела-хранителя, поблагодарите высшие силы за то, что они с вами, что они вас направляют, что они вам помогают в тех или иных моментах в жизни. Также не забудьте положить в карман своего пиджака, платья, своих брюк
положить монетку именно золотого цвета, и вот эту монетку носите на протяжении всего 2024 года. Она не должна соприкасаться ни в коем случае с другими деньгами. И считается, что такая монетка привлечет изобилие, достаток и благополучие в вашу жизнь. Вот такие, друзья, очень важные советы, рекомендации мы хотели вам сегодня дать. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите, что бы вы хотели иметь, реализовать, сделать в 2024 году. Буквально пару предложений, буквально пару тех слов, которые идут искренне от вашего сердца. Вы увидите, что в 2024 году, если вы все делаете искренне, если вы делаете все с божественной любовью, у вас обязательно все получится. Ну а прямо сейчас, друзья, вы на экране видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами же буквально в следующем видео.